Приветствую всех вас, мои дорогие друзья, на просторах моего YouTube-канала, где я публикую для вас самые интересные, на мой взгляд, децентрализованные проекты и платформы. И в этом видео я хочу уделить особое внимание инновационному методу делегирования платформ DeFi, а также их полному владению и контролю над их пользователями. И как вы уже поняли, речь у нас сегодня пойдет о Tribute. Но прежде чем о нем я расскажу более подробно, в двух словах поговорим о самом секторе DeFi. Ведь насколько вы успели обратить свое внимание, большинство проектов все чаще начали использовать децентрализованное финансирование. А все потому, что это не только упрощает работу с финансовыми продуктами, но и освобождает пользователей от вмешательства третьих лиц и других традиционных политических систем. Но как показывает практика, даже у таких децентрализованных систем не всегда бывает все идеально. Именно поэтому я и предлагаю вам сегодня рассмотреть Tribute, то есть дефляционную платформу DeFi, главная цель которой строится на расширении возможностей сообщества и анализа теории игр. То есть сообщество Tribute будет определять развитие проекта и будет участвовать в изучении взаимодействия между токеном Tribute и децентрализованными приложениями, а также их роли в более широком пространстве DeFi. Что же касается их собственного токена TIABTEI, то он следует механизму распределения ликвидности под названием «Доказательство децентрализованной ликвидности». Что это значит, спросите вы? И я отвечу, что Tribute по сути является пионером в новой концепции, где система распределения ликвидности в течение 100 дней и объединяет элементы подтверждения ликвидности Pool и децентрализованной автономной организации DAO. Более того, эта модель позволяет пользователям принимать непосредственное участие в стабилизации цены TIABTEI. Обусловлено же все это дефляционными атрибутами, а именно сжиганием 5% от общего количества передаваемых токенов, что, как вы понимаете, увеличивает общий спрос на токены. Однако помимо дефляционных признаков токен TIABTEI обладает еще и самовоспроизведением. Что это значит? А то и значит, что 50 лучших держателей получат часть, а именно 5% от общего количества переданных токенов. Однако попадание в топ-50 не совсем гарантирует получение выпадания наград. А все потому, что сам процесс выбора держателей для награждения является автономным, рандомизированным и зависит от алгоритмов системы, которые неизменны. При этом не могу не отметить, что созданная панель управления является интуитивно понятной и удобной в использовании, даже для новичка. Ведь она отображает абсолютно все, начиная от балансов приложений, заканчивая доступом к другим услугам и даже номерам лотереи, что, согласитесь, очень удобно. Что же касается самих приложений, то Tribute DeFi объединяет сразу аж целых 3 децентрализованных приложения в рамках своей первоначальной идеи. И первым из них является Enforced Tribute, цель которого является децентрализованное приложение, которое нацелено на регулярное сжигание токенов Tribute несколько раз в день. Скажу сразу, что эти принудительные токены невозможно вывести или же как-то продать, поскольку они встроены в специальный смарт-контракт Tribute, который работает за счет 75 тысяч начальных токенов, отправленных в принудительный смарт-контракт. Более того, любой участник системы может переместить 10 тысяч токенов из 75 тысяч во вторичный контракт, в ходе чего дань сожжет 5% от 10 тысяч токенов, а именно 500. А еще 5% послужит дивидендами TIABTEI. При этом отмечу, что перемещение токена продолжается до тех пор, пока система не сожжет 50% принудительных токенов, а именно 37 500 монет. А другая половина уйдет на вознаграждение держателей. Надеюсь, ход мыслей вы уловили. Что же касается второго приложения Contribute, то его главной целью является гармоничное вознаграждение владельцев и всех остальных пользователей Tribute. Если же говорить о разработчиках приложения Contribute, то для реализации задуманного они используют идею песочных часов для ставок, только они изменяют структуру на нулевую сумму. То есть при распределении предложения токенов Contribute 5% токенов покупки и 15% токенов продажи будут выплачивать дивиденды акционеров, где размер распределения будет зависеть от их доли участия. Ведь в день запуска предложение будет содержать 500 тысяч токенов, 15% которых пойдут исключительно на внесение вознаграждений. Именно по ним и будут выплачены дивиденды всем пользователям и держателям Tribute. Ну и, наконец, третье приложение, которое называется Tribute to Liquidity. Создано же данное приложение для передачи полного контроля над проектом сообществу, предоставляя держателям контроль над ликвидностью своих токенов.
Это децентрализованное приложение использует доказательства децентрализованной ликвидности, системы вознаграждения пользователей. Награды поступают в лотерею, то есть чем больше игрок покупает имплантированных билетов TABT, тем выше их шансы на выигрыш. Ведь система лотереи TABT обновляется ежедневно, после чего они непосредственно объявляют и награждают победителей, что, согласитесь, весьма удобно. Но узнать об этом всем более подробно вы сможете уже самостоятельно, при личном ознакомлении с экосистемой Tribute, а именно посредством официального сайта и технической документации проекта, ссылки на которые я, как всегда, оставлю в описании. На этом же у меня все. Рада была рассказать вам нечто новое, поэтому буду благодарна получить от вас обратную связь в виде ваших лайков и комментариев. А пока прощаюсь с вами до новых встреч. Всем удачи и пока!